Друзья, всем привет из солнечного Вьетнама. Добро пожаловать в студию Aqua Dream. Давно меня не было, а причиной этому то, что я заказал еще один мелководный аквариум. Моя новая любовь — это мелководные аквариумы. С круглыми пока что я закончил, теперь мелководные аквариумы, я их просто полюбил жутко. Поэтому следующий проект будет также мелководного нано-аквариума. Он будет побольше на 10 сантиметров по длине, чем предыдущий. Но так вот, записать видео я хотел гораздо раньше, но так получилось, что я заказал этот новый мелководный аквариум. Продавец его отправил мне, я ждал 3 или 4 дня, по-моему. Моя посылка приезжает, все упаковано очень хорошо, очень плотно. К упаковке вообще не было никаких претензий, но как только я начал раскрывать эту коробку, вытаскивать все мягкие наполнители, и оказалось, что аквариум разбит. Вот на экране посмотрите, как выглядел мой новый аквариум, когда я его получил. Ну что же, продавец сразу же отреагировал, продавец оказался хороший, сразу же в этот же день он мне отправил бесплатно новый такого же размера аквариум. Поэтому мне пришлось ждать еще 2 или, по-моему, 3 дня. И вот сегодня я его утром получил и сразу же захотел его сделать, так как аквариумы у меня пустыми долго не стоят. Ну а прежде чем я покажу вам мой новый проект, я хочу вам показать свой предыдущий мелководный аквариум и каких рыбок я туда купил. Обычно я покупаю рыбок либо креветок через 3-4 недели после запуска аквариума, но здесь я просто не удержался и подумал, что они должны быть в порядке. И да, действительно, рыбки в порядке, кушают, активные, ничего с ними плохого не случилось. Они очень красивые, миниатюрные, как раз для такого аквариума. Пойдемте посмотрим. Посмотрите на этих красавиц. Пришлось насыпать им немножко корма, чтобы они подплыли поближе, потому что они довольно стеснительные. Посмотрите, какие у них красивые плавники, какая красивая форма, и они совсем миниатюрные. Я купил таких 3 штучки. Название у них Threadfin Rainbow Fish. Название напишу в описании под этим видео. На русский язык не знаю, как она переводится. Какая-то радужная рыбка. Из 3 штучек у одной, если заметите, плавники немножко оранжевые, а у 2 остальных они черные. Я так думаю, что возможно 2 самца, либо 1 самка, либо 1 самец и 2 самки. И когда они между собой дерутся, либо им что-то не нравится, они раскрывают эти плавники, становятся очень похожими на каких-то ящеров, либо динозавров. Сейчас, может, получится увидеть, как они раскрывают плавники. Кто не видел видео постройки этого нано-мелководного аквариума, ссылку также оставлю в описании. Итак, вот он, новый мелководный аквариум. Он длиннее на 10 сантиметров, длина его 40 сантиметров, высота 15 и ширина 20, как и у предыдущего. Свет я купил немножко другой. Ватт здесь поменьше, 14, но он светит мощнее, чем тот на 18, вот здесь. Также стильный черный цвет у него. Недостатки его следующие: его нельзя регулировать по высоте, вот этот цвет можно было. У него есть приложение. В приложении свет я выставляю на 6500 температуру света, но почему-то он светит, если видите, много синего спектра. Посмотрим, как будет смотреться со скейпом и с растениями. Если что, я спектр поменяю, потому что мне не нравится, когда синий спектр. Мне нравится, когда нейтральный, натуральный солнечный свет,
как вот здесь вот. Поэтому в приложении можно менять температуру. Выставлю такую, чтобы было близко к натуральному. Такой же свет, как и здесь. Черный фон я уже приклеил. Показывать я вам, как клеить фон, я уже не буду, вы уже видели. Ну и все, аквариум готов к запуску. Итак, материалы, которые я сегодня буду использовать, смотрите, вот такие две красивые деревяшки. Я вам позже покажу, как я их буду использовать в нашем хардскейпе сегодня. Также другие краски для нашего искусства я подготовил. Это вот такие камни. Я выбрал почти все красноватого цвета. Речной камень. Далее галька для первого слоя. Далее для декорации галька вот такая крупная, галька поменьше. Песок вот такой красивый, вот такого цвета. Значит, мелкий песок. Далее покрупнее. Далее совсем крупный. И вот здесь тоже остатки гальки. Примерно того же размера. Посмотрим, что больше подойдет. Клей я купил новый. Теперь я использую вот такой. Он идет вот с таким носиком тоненьким. Посмотрим, насколько удобно и хорошо и быстро им клеить коряги и камни. Так, ну давайте посмотрим примерно на идею сегодняшнего хардскейпа. Итак, вот эти две коряги я примерно хочу уложить вот таким образом. Первая у нас будет пониже, вот так. И вторая, более длинная, будет повыше. Примерно вот так вот, наверное, с заднего плана. Так, примерно вот так будет выглядеть хардскейп. Камни я буду укладывать, начиная отсюда. Камни будут под корягами и в середине. Скорее всего, так. Идея такая. В акваскейпинге невозможно планировать все в деталях заранее. Что-то по ходу работы всегда меняется, новые идеи возникают, поэтому посмотрим, как пойдет. Итак, из растений, которые сегодня будут использоваться, возможно, не все. Это, опять же, вот этот Bolbitis deformis, тот же самый, который я использовал в предыдущем мелководном аквариуме. Он, кстати, довольно дорогой. Наверное, самое дорогое растение пока из всех, которые я когда-то здесь встречал, поэтому если оно умрет, я умру вместе с ним. Так, далее вот такой лилиопсис, Anubias Nano Petit, два горшочка вот таких. Дальше я взял два горшочка вот такого пагастимона. Все говорят, обязательно СО2 дополнительная подача для всех растений, но посмотрим, как он будет работать без СО2, потому что в моих аквариумах без СО2 растет даже Монте-Карло. Поэтому посмотрим, как пойдет. Надеюсь, что приживется. Далее я взял вот такую буцефаландру. Анубис и буцефаландра будет между камнями, либо на деревяшке, решим позже. Дальше гидрофила вот такая. Хотел найти поменьше, но была вот только такая крупная. Должно подойти, потому что аквариум тоже больше. Посмотрим, куда мы ее применим. Вот такая травка Hairgrass. Пойдет она либо на передний план, либо на задний. Я пока еще не решил. И также на заднем плане я хочу все засадить обрезками микроантемума, который у меня разросся в двух моих круглых наноаквариумах. Из него получится из обрезков довольно два больших куста, и я хочу посадить их на задний план. Дальше я взял совсем чуть-чуть вот такого же коврового растения, пока в воздушной форме оно выглядит совсем по-другому. Это Stara Giant Repens.
Название всех растений напишу в описании под этим видео. Сейчас оно выглядит совсем по-другому. На самом деле оно растет очень низкими такими звездами, и листья под водой становятся гораздо крупнее. Также было сказано мне, что обязательно дополнительная подача СО2. Так что посмотрим, как оно будет расти без дополнительной инъекции СО2. Такой красивейший мох. По-моему, это Christmas. Просто он постриженный. Пойдет он у нас на дерево и на камушке. Итак, идея для хардскейпа у нас с вами есть. Первое, что я сделаю, это я приклею эти две коряги между собой, используя свой новый клей. Поехали. Итак, я думаю, что вот так мы и оставим. Немножко коряги будут ближе к середине, чтобы сзади можно было посадить все растения. Так, ваты и бумаги у меня, к сожалению, не осталось. Я буду использовать вот такую белую губку. Попробую с помощью нее плотно приклеить эти две коряжки. Вау, друзья, супер классный клей. Рекомендую покупать вот такой жидкий супер клей, он как вода внутри. До этого я всегда использовал гелевый, и он сох очень долго. А этот просто приклеивает все моментально. Буквально прошло несколько минут, и коряги уже плотно друг к другу приклеены. Итак, приступаем к следующему этапу. Нашему первому слою речная галька. Засыпать я ее буду на задний план и немного на передний под наши коряжки. Спереди гальки не будет. Немножко приподнимем наш скейт к заднему плану. Итак, далее время для укладки камней. Камней у меня много. Выбирать я буду по ходу укладки, какие больше подходят. Итак, так как эти коряги довольно легкие, во избежание их всплытия в конце при наборе воды, я их сейчас также приклею к камням. И все камни между собой, чтобы полностью укрепить весь наш хардскейп, чтобы он не развалился. Теперь насыплю немножко песка, который будет на переднем плане, вместе с клейки, чтобы клея заметно не было. Даже если и будет видно клей в каких-то местах, будем использовать мох, чтобы его закрыть. Далее время для
Он будет являться дополнительным природным удобрением для растений. Вторым слоем вот такого гранулированного субстрата. Мне кажется, что этот субстрат на основе глины. Вот так вот он выглядит. И последним слоем у нас будет аквасойл. Аквасойл я засыплю на задний план, закрою наши два первых слоя и немножко вперед, так как я хочу, скорее всего, посадить там травку. Ну а теперь время самого интересного. Будем все засыпать песком и декорировать нашей галькой разного размера, начиная от самой мелкой и заканчивая самой крупной. Теперь берем гальку покрупнее, того же цвета, и начинаем засыпать ее вокруг камней. Теперь возьму гальку крупными и мелкими фракциями, вот такую, совсем чуть-чуть, также вокруг камней, немножко ее засыпем. Ну что, друзья, по-моему, получилось очень красиво, очень круто и смотрится очень натурально. Поэтому рекомендую вам при дизайне вашего скейпа используйте разного размера, разной фракции гальку. Это придает хардскейпу очень натуральный вид. Я очень доволен, больше не нужно. У меня есть еще совсем крупная галька, но мне кажется, она будет лишней. Настало время посадки растений, на мой взгляд, самого сложного этапа. Растений много, все всегда хочется посадить, но также очень важно не переборщить. В акваскейпинге не только важно правильно и красиво уложить коряги и камни и сделать хардскейп красивым и выглядящим натурально, но еще и правильно организовать растения, чтобы они смотрелись также красиво и гармонично во всем скейпе. В голове вроде представляю, куда что сажать, но по ходу посмотрим. Давайте начнем наконец. Первым у нас пойдет наш самый дорогой Balbitis deformis. В предыдущем мелководном аквариуме я его посадил под воду. Он может расти под водой и в воздушной форме тоже. В этот раз я хочу попробовать посадить его наполовину в воду, наполовину он будет над водой. И посмотрим, сравним в будущем, какой вариант лучше подходит. Следующим у нас пойдет лилиопсис. Вот такой поменьше кустик на эту сторону, на сторону поменьше и побольше на эту сторону.
Теперь будем крепить нашего красавчика Anubis Nano Petite. Вот такие маленькие кусочки. Сколько их у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 кусочков. Все их и прикрепим на нашу корягу и на камушки. Фаландру вот так вот я разделил на 2 кустика, и с обеих сторон вот этого маленького камушка я ее сейчас приклею, и я ее посажу вон туда, просто камушек с ней заброшу вот в тот угол. Итак, теперь время для наших ковровых растений и мха. Сначала начнем с нашего hair grass, с нашей травки. Так как скейп у нас маленький, миниатюрный, соответственно, кусочки все будут маленькие. Сейчас я их разделю и буду сажать. Итак, настало время мха. Мох буду клеить на клей, на дерево и на камушки. Ну и одним из последних растений будет вот это ковровое Staragian repens. Пока оно выглядит вот так. Надеюсь, оно приживется. Надеюсь, без дополнительной подачи СО2 также будет расти. Посмотрим. Маленькие кустики. Посажу я их плотненько друг с другом. Следующим наш погостимончик. Ну и завершением данной композиции будет наш микрантемум, который я хочу засадить всю заднюю часть. Он очень хорошо разрастается, и как раз у меня в 2 моих нано-аквариумах он сильно разросся, и время для первой его стрижки. Пойдемте стричь. Итак, пришло время стрижки этого микрантемума. Стричь я его буду примерно вот так, наполовину. Хочу сделать какую-то, может, шапочку кругом. Как получится. Поехали.
Итак, получилось вот таких 3 маленьких кустика. Сейчас я их посажу, если будет недостаточно, с другого аквариума также обрежу часть. Итак, не хватило на правую часть, поэтому нам нужно еще. Вот здесь он у меня тоже разросся очень хорошо. Давайте обрежем. Все, друзья, мы близимся к завершению. 3 последних кустика микрантемума на правый задний план. И можно заполнять водой. По-моему, получилось бесподобно. Все, друзья, мы завершили. Давайте заполним водой и посмотрим на конечный результат. Итак, друзья, также в сегодняшнем видео я наконец-то хочу заполнить водой свой сухой старт, который я начал больше 3 недель назад. Это больше, чем нужно, но я захотел подождать подольше, чтобы это растение более плотно разрослось плотным пушистым ковриком. И я думаю, что оно уже готово к тому, чтобы заполнить водой. Я все-таки написал продавцу и спросил название этого растения. Он ответил, что это Himianthus cuba, но я пока сомневаюсь, потому что в воздушной форме он выглядит совсем по-другому. Поэтому под водой с течением определенного времени мы с вами узнаем все-таки, что это за растение. Давайте посмотрим поближе и заполним водой. Смотрите, каким красивым плотным ковриком все заросло. Листики стали крупнее. Ну что, заполним водой. И дальше в будущем посмотрим, как это растение приживется под водой, будет развиваться и менять свою форму. И узнаем точно, что это за растение. Так как объем совсем маленький, я решил использовать питную воду, так как качество питной воды гораздо лучше и pH как раз подходящий. Добавлю совсем чуть-чуть бактерии.
И на этом все. Кондиционер для воды не нужен. Я использую питную воду здесь. Так, сейчас муть осядет через час-два, и вода будет совсем прозрачная. Ну что, мы закончили наш новый мелководный аквариум. Посмотрим, как растения будут приживаться. За обновлениями этого аквариума следите в моих следующих видео. Некоторые растения я использовал первый раз, поэтому я не уверен, насколько они приживутся. Посмотрим в будущем. Если что, заменю на те, которые я точно знаю будут работать в наноаквариуме. Ну а если вам понравился этот проект, ставьте лайк этому видео. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить обновления моих аквариумов и мои новые проекты. А также подписывайтесь на мою страницу в Instagram, куда я также выкладываю фотографии всех своих проектов и их обновления. И увидимся с вами снова. Пока-пока!